На пустынной автобусной остановке, где бетонные плиты давно облупились от времени, а табличка с расписанием смотрела на прохожих поблекшими цифрами, сидел старый лохматый пес. Его некогда темная шерсть теперь местами поседела, словно ее припорошило первым снегом, а уши были печально опущены. Глаза его казались тусклыми, но в глубине них еще теплилось что-то живое — смесь бесконечной усталости и надежды, которую обычно встречаешь только у людей, переживших большую потерю. Рядом с ним стояла старая миска и лежал обрывок картона. На нем простыми, немного дрожащими буквами было начертано: «Я жил с бабушкой, она ушла. Пес добрый, приютите, если можете». Люди, проходившие мимо, реагировали по-разному. Кто-то украдкой вытирал слезы, кто-то старался поскорее отвернуться, а кто-то доставал телефон, чтобы снять трогательный кадр для соцсетей. Местные жители вскоре прозвали его бароном. В этом имени слышалось уважение к его тихому достоинству и той верности, которую он сохранял, несмотря на обрушившееся на него одиночество. Барон был единственным близким существом для Марии Антоновны, одинокой женщины, прожившей долгую и непростую жизнь. В их крошечной квартире на 3-м этаже всегда пахло старыми книгами и лавандой. Каждое утро они выходили к этой остановке, и пока Мария Антоновна ждала свой автобус или просто сидела на скамейке, она разговаривала с бароном. Она рассказывала ему о своей молодости, о войне, о людях, которых давно нет рядом. Пес слушал ее, внимательно наклонив голову, и иногда тихо подвывал, словно разделяя ее грусть или радуясь коротким моментам тепла. Все изменилось в один хмурый вторник. Мария Антоновна не проснулась. Соседи, вызвавшие скорую, сухо переговаривались в коридоре. Инфаркт. Мгновенно. Для барона этот холодный факт превратился в бесконечное ожидание. Сначала он скулил у закрытой двери, а потом, когда квартиру опечатали, ушел на их остановку. Он ждал там, где они были счастливы в последний раз. Люди пытались его подкармливать, волонтеры пробовали забрать его в приют, но барон каждый раз сбегал и возвращался на свои бетонные плиты. Он верил, что если будет ждать достаточно долго, знакомый силуэт в старом пальто обязательно появится из-за поворота. Однажды вечером, когда осенний дождь начал нещадно сечь асфальт, у остановки остановилась Тамара Васильевна. Бывшая учительница литературы, она сама недавно похоронила мужа и знала вкус тишины, которая воцаряется в пустом доме. Встретившись взглядом с псом, она увидела в нем свое зеркальное отражение. Тамара поняла, что просто забрать его силой значит окончательно разбить ему сердце. Она начала приходить к нему каждый день. Она не тянула его за собой, а просто садилась рядом, открывала термос с чаем и читала вслух стихи Некрасова или Чехова. Эти тихие визиты стали для обоих спасением. Тамара приносила вещи, пахнущие домом, старый плед, который когда-то принадлежал ее собственной собаке, теплый бульон и даже фотографию Марии Антоновны, которую ей удалось разыскать у соседей. Когда барон впервые лизнул ее руку в ответ на рассказ о ее детстве, Тамара заплакала. Это был момент негласного договора. Они оба были ранены и теперь могли лечить друг друга. Однако жизнь проверяла их на прочность. Барон сильно простудился, его дыхание стало тяжелым, а лапы едва держали старое тело. В это же время несколько жильцов соседнего дома написали жалобу, требуя убрать бродячее животное с остановки. Но мир оказался не без добрых людей. Волонтеры, узнав об упорстве Тамары, собрали сотни подписей в защиту барона. Ветеринар Елена Ивановна приезжала прямо на остановку, чтобы ставить псу капельницы, а прохожие приносили теплое одеяло. В ту ночь, когда штормовой ветер едва не сносил козырек остановки, Тамара Васильевна просто сказала: «Пойдем домой, барон. Мария Антоновна бы не хотела, чтобы ты замерз».
И пес впервые за все время медленно встал и пошел за ней. Он больше не оглядывался назад. Теперь они живут вместе. В квартире Тамары снова пахнет домашней едой, а барон занимает почетное место на ковре у ее ног. Он больше не сидит на остановке, но иногда во время их прогулок они проходят мимо того места. Пес на мгновение замирает, виляет хвостом старому бетону и продолжает путь рядом со своим человеком. Эта история учит нас тому, что преданность — это не только умение ждать, но и мужество принять новую любовь, когда старая уходит в вечность. А смогли бы вы забрать к себе домой существо, потерявшее все? Помните, что иногда, спасая кого-то другого, мы на самом деле спасаем самих себя. Если этот рассказ нашел отклик в вашем сердце, поддержите его своим вниманием. До новых встреч, и пусть в вашей жизни всегда будет место для милосердия.